Добро пожаловать в Тайлук. Сегодня я хочу вас познакомить с разделом «Мой Тайлук», который, по сути, является вашей персональной страницей или личным кабинетом, где можно не только отредактировать свою учетную запись, но и сделать настройки, которые позволят использовать сервис с максимальной выгодой для вас. Для начала давайте выполним вход. Используем свой e-mail и пароль. Получаем доступ к своему кабинету «Мой Тайлук». Как видите, здесь много разделов и опций. Давайте посмотрим некоторые из них. Опция «Настройки» в разделе «Учетная запись и профиль». Нажимаем. Здесь можно выбрать язык, отредактировать или изменить свой e-mail и пароль, загрузить свои данные в формате JSON. Об этом мы поговорим отдельно. И при желании удалить свой аккаунт или связаться с нами, если возникли вопросы. Не забывайте сохранять сделанные изменения, нажимая на желтую кнопку «Сохранить». Следующая опция этого раздела – «Уведомления». С помощью этой опции мы определяем, какую автоматическую почту или уведомление мы хотели бы получать от сервиса. Открывая разделы меню, вы можете активировать или деактивировать информацию об автоматической почте и уведомлениях, которые можно получать от Тайлук. Также не забудьте нажать на «Сохранить» после внесенных изменений. Следующая и очень важная опция – ваш профиль. Нажимаем на нее, чтобы посмотреть и при необходимости отредактировать. Этот профиль будут видеть все пользователи сайта. А чтобы посмотреть, как он для них будет выглядеть, нажмите внизу страницы кнопку «Просмотреть профиль». Это ваша официальная публичная страница на Тайлук, которую, как я уже говорил выше, увидят все пользователи и посетители сайта. Вы всегда сможете вернуться к нему и при необходимости внести нужные изменения, добавить фотографию, поменять логотип или изменить персональные данные. Для редактирования этой страницы вам нужно нажать на «Мой Тайлук», а затем перейти на профиль. Вы можете загрузить новый логотип, изображение для обложки, добавить описание или изменить некоторые персональные данные. В конце обязательно нажмите кнопку «Сохранить изменения», чтобы ничего не потерять. Следующая опция – тариф. Здесь вы сможете выбрать и оформить подписку на интересующий вас тарифный план или продлить подписку. Переходим к разделу «Мой Marketplace». Выберем и нажмем подраздел «Бренды, которые я продаю». Открывается страница, где мы сможем из библиотеки Тайлук добавить в свой аккаунт бренды, с которыми работаем. Наводим курсор на поле с брендами и нажимаем левую клавишу мыши. Видим выпадающий список, где в алфавитном порядке представлены все доступные бренды на Тайлук. Их более 450. Это бренды и производители различных товаров, плитки, паркета, мебели, предметов для ванных комнат и сантехники. Можно выбрать бренд, пролистывая список, а можно начать вводить первые буквы названия, и фильтр поможет вам найти его быстрее. Не забывайте, что после операции добавления и удаления необходимо обязательно нажать кнопку «Сохранить бренды». Это очень важный раздел. Благодаря ему посетители сайта могут направлять вам запросы на товары от брендов, которые вы продаете. Любой посетитель сайта, возможно, даже ваш потенциальный клиент или дизайнер, может напрямую запросить у вас стоимость или условия поставки товаров и услуг, а также уточнить свойства и технические характеристики. Бренды и производители, с которыми вы работаете, представляя свои продукты на Тайлук, во многом улучшают ваши возможности для бизнеса. Все вопросы и заявки на проекты, плитку, мебель, сантехнику и так далее попадают в раздел «Запросы на покупку». Давайте посмотрим на примере. Предположим, я зашел на сайт и меня интересует конкретный бренд или его продукты. Допустим, от Marazzi. Используя фильтр, я начинаю набирать первые буквы бренда. Нахожу и нажимаю Marazzi. Теперь я могу выбрать плитку, которая меня интересует. Ну, давайте выберем эту. Нажимаю на нее, и через кнопку «Узнать цену» я могу направить запрос продавца Marazzi, расположенным в моем регионе. Этот запрос автоматически будет перенаправлен продавцам, которые работают с этим брендом и расположены недалеко от меня. А также добавлен раздел «Запросы на покупку», чтобы все, кто имеет желание сделать мне предложение, смогли это сделать. Сейчас покажу на примере. Я добавил себе в бренды, которые продаю, Marazzi. И теперь, когда я нажимаю на запросы на покупку, то вижу в списке запросы на плитку от этого производителя. Могу открыть любой из них и посмотреть детали.
количество, название плитки и коллекции, а также дату, когда этот запрос был сделан. Также доступна информация о пользователе, его имя, e-mail, адрес. При желании могу отправить им сообщение с помощью кнопки «Ответить». Обратите внимание на то, что просмотр запросов на покупку доступен только для профессиональных пользователей тарифа «Бизнес» и «Корпорейт». Ну что же, вернемся к нашему аккаунту через мой Taillook и посмотрим другие опции. Перейдем в раздел «Мои папки». В папке «Мои проекты» вы можете управлять проектами, сделанными в программе для дизайна Taillook Design Tool. Вы можете открыть страницу проекта, посмотреть описание, состав используемых материалов и предметов дизайна. При необходимости их отредактировать, добавить или удалить отдельные изображения, отредактировать название, стиль и описание проекта. Также можете поделиться своими проектами с коллегами, дизайнерами или потенциальными клиентами. Нажмите кнопку «Поделиться» и выберите из списка социальную сеть или скопируйте ссылку на проект и отправьте ее нужному адресату. Проект можно сохранить в папке «Мое избранное». Давайте посмотрим, как это делается. Раздел «Мои папки», папка «Мое избранное». Это редактируемый список моих предпочтений для любимых товаров, объектов и проектов. Это мой личный список, из которого я потом смогу выбрать то, что мне понадобится в моем новом проекте. В него я могу добавить любые товары, плитку, облицовочные материалы или 3D-объекты, такие как мебель, сантехника или предметы интерьера, текстуры для поверхностей или проекты. То, с чем я больше всего работаю. Элементы, которые я чаще всего использую в своих проектах и презентациях. Чтобы добавить товар в список «Мое избранное», давайте выберем в меню «Товары» и нажмем на категорию «Плитка». Давайте выберем вот эту плитку и нажмем на сердечко, чтобы ее сохранить. После сохранения вернемся через мой Taillook к списку «Мое избранное» и увидим ее уже в этой папке. Таким образом, в следующий раз вы сможете ее легко найти и использовать в своих новых проектах. Давайте посмотрим другие возможности раздела «Моей папки». Видим папки «Моя плитка», «Мои объекты» и «Мои текстуры». Для этих трех папок существует возможность импорта элементов из ваших личных библиотек и файлов. Это означает, что такие элементы, как плитка, различные покрытия для стены пола, предметы мебели и аксессуара, а также текстуры, можно брать не только из библиотеки Taillook, но и использовать в своей библиотеке, импортируя их в программу. Давайте посмотрим пример с папкой «Моя плитка». Предположим, я хочу импортировать плитку из своей личной библиотеки, так как в библиотеке Taillook ее еще нет, а мне хотелось бы ее использовать в своих новых проектах. Для этого я воспользуюсь опцией «Загрузить новую плитку», где необходимо указать производителя, коллекцию, это обязательное поле. Их по умолчанию можно оставить и без изменений. Год выпуска и артикул заполняются, если такая информация есть. Далее из справочника выбираю тип плитки и тип помещения, где ее можно использовать. К примеру, ванная, офис, кухня, а также страна происхождения. Обязательное поле названия плитки. Пусть у нас это будет тест 1. Также добавляем описание свойств и характеристик. Данное поле не является обязательным, но желательно его также заполнять. Нажимаю «Далее», «Добавить изображение». Выбрать файл. Чтобы загрузить изображение плитки, в моем случае файл имеет расширение JPEG. Импортирую его прямо сюда. Нажимаю кнопку «Далее», «Указать форму». Из предлагаемых форм выбираю ту, которая мне подходит, и указываю размеры новой плитки. Высоту, ширину и единицу измерения в сантиметрах или дюймах. Сделаем ширину 20 сантиметров, а высоту 50. Нажимаю кнопку «Далее», «Выбрать материал». Справочник предлагает большой выбор материалов, однако для нашей плитки подойдет керамический гранит или керамическая плитка. Выберу керамическую плитку. Ниже мы видим параметры, которые определяют уровень отражения и шероховатости поверхности плитки для ее визуализации. Не будем сейчас останавливаться на этих параметрах, выберем глянцевое и пойдем дальше. Далее цена и количество. Указываем упаковочные данные, цену и валюту. И нажимаем «Готово».
мы видим, что плитка уже импортирована и добавлена в папку «Моя плитка». И ее можно уже использовать в своих проектах. Также это работает и для 3D-объектов. Откроем папку «Мои объекты». Мы можем импортировать свои 3D-объекты, если по каким-то причинам нам их не удалось найти в библиотеке Taillook, где уже сейчас доступно более 37 тысяч объектов от разных брендов. Мы можем загрузить свои файлы, но в следующих форматах. Файлы SketchUp, а также файлы с расширением 3ds, OBJ, DAE и DXF. Эти файлы затем могут быть включены в нашу папку «Мои объекты». Для того, чтобы подробно узнать, как импортировать 3D-объекты в Taillook, я рекомендую посмотреть наше специальное обучающее видео на канале Taillook на YouTube. Аналогично организована работа и с текстурами в папке «Мои текстуры». Используя опцию «Загрузить новую текстуру», я могу выбрать и загрузить файлы из своего компьютера. Однако важно помнить, что эти файлы должны быть с расширением JPEG или PNG. Ну что же, первое знакомство с персональным кабинетом «Мой Taillook» подходит к концу. Мы рассмотрели с вами основные его разделы. Напомню, что вы всегда можете обратиться к нам через чат. Это синяя кнопка в правом нижнем углу сайта. Или написать письмо на электронную почту contact@taillook.com. Спасибо за ваше внимание. С вами был Владимир Микитин. Желаю вам безграничного творчества при создании своих дизайнов. И до скорой встречи на Taillook.